Анна сидела на кухне, обхватив руками кружку с остывшим чаем. За окном медленно падал первый снег, но вместо привычного уюта зимнего вечера в ее сердце царила пустота. Ее дети, 7-летняя Маша и 5-летний Коля, уже неделю избегали ее. Они не подходили к ней, чтобы обнять, не рассказывали, как прошел день, и даже не смотрели в глаза. Вместо этого Маша однажды холодно бросила: «Ты всегда занята. Тебе все равно, что с нами». Анна почувствовала, как сердце сжалось от боли. Она работала врачом в поликлинике, и да, ее график был плотным, но она всегда старалась уделять детям время. Читала им сказки перед сном, готовила их любимые оладьи по выходным, водила в парк. Почему же они так отдалились? Она пыталась поговорить с Машей, но девочка лишь отмахнулась. «Бабушка сказала, что ты нас не любишь. Она права. Ты все время на работе». Эти слова были как удар ножом. Анна замерла. Свекровь, Тамара Ивановна, жила неподалеку и часто забирала детей к себе, пока Анна была на смене. Она всегда казалась заботливой, но Анна замечала, что ее забота иногда переходила границы. Подарки, которые Тамара дарила детям, были слишком дорогими, сладостям слишком частыми, а ее слова о том, что «мама слишком занята», звучали все чаще. Однажды, забирая детей из дома свекрови, Анна случайно услышала разговор, который перевернул ее мир. Она уже открыла дверь, но остановилась, услышав голос Тамары Ивановны. «Ваша мама вас не любит, детки. Она слишком занята собой, своей работой, а я всегда рядом. Я вас никогда не брошу, как она». Маша тихо спросила: «А почему мама нас не любит?» «Потому что у нее другие приоритеты», — ответила свекровь с притворным сочувствием. «Но вы не переживайте. У вас есть я. Я вас всегда защищу». Анна почувствовала, как кровь прилила к вискам. Она хотела ворваться в комнату и все высказать, но сдержалась. Ее руки дрожали, а сердце билось так громко, что казалось, его услышат все. Она забрала детей, но в машине Маша вдруг сказала: «Мам, а можно мы будем жить с бабушкой? Она нас больше любит». Коля, который обычно был тихим, добавил: «Бабушка нам конфеты дает, а ты только ругаешься». Анна с трудом сдержала слезы. Она припарковала машину у дома, но не могла выйти. Ее дети, ее самые близкие люди, отвернулись от нее. И все из-за манипуляций свекрови. Вечером, уложив детей спать, Анна сидела в гостиной, глядя на семейные фотографии на стене. На одной из них Маша и Коля смеялись, обнимая ее. Когда все пошло не так? Она вспомнила, как Тамара Ивановна всегда подчеркивала, что Анна слишком молодая, чтобы быть хорошей матерью. Как она критиковала ее за то, что она работает, а не сидит дома. Анна решила поговорить с мужем, Сергеем. Он был на ночной смене, но она не могла ждать. Позвонила ему и, услышав его усталый голос, начала: «Серёж, нам нужно поговорить. Твоя мама, она настраивает детей против меня». «Ань, ты преувеличиваешь», — ответил он, как всегда, защищая мать. «Она просто их балует. Ты же знаешь, она их любит». «Это не баловство, Серёжа. Она говорит им, что я их не люблю». Сегодня Маша спросила, можно ли им жить с бабушкой. «Ты понимаешь, что это значит?»
Дорогие друзья, мы очень просим вас подписаться на наш канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это действительно сильно нам помогает. Спасибо вам за то, что вы с нами. На том конце провода повисла тишина. «Я поговорю с ней», — наконец сказал он. «Но ты тоже постарайся больше времени с ними проводить». Анна бросила телефон на диван. Ей хотелось кричать. Даже муж не понимал, насколько далеко все зашло. На следующий день Анна решила действовать. Она взяла отгул на работе и посвятила весь день детям. Утром она приготовила их любимые сырники. Но Маша, посмотрев на тарелку, сказала: «Бабушка делает вкуснее». Коля молча ковырял вилкой в еде. Анна сглотнула ком в горле и предложила: «Давайте сегодня поиграем вместе. Может, в настольные игры? Или в парк сходим?» «А бабушка нас в зоопарк водила», — ответила Маша. «С тобой не так весело». Анна чувствовала, как ее усилия рушатся. Она пыталась быть терпеливой, но слова дочери резали сердце. Вечером, когда дети легли спать, она снова услышала, как Маша шептала Коле: «Бабушка сказала, что мама нас бросит, если мы будем ее злить». Анна больше не могла молчать. Она решила поговорить со свекровью. На следующий день, оставив детей с мужем, она пошла к Тамаре Ивановне. «Тамара Ивановна, нам нужно поговорить», — начала она, стараясь держать себя в руках. «О чем это?» Свекровь сидела на диване, листая журнал, и даже не подняла глаз. «О том, что вы настраиваете моих детей против меня. Вы говорите им, что я их не люблю. Это правда?» Тамара Ивановна усмехнулась. «А разве это не так? Ты все время на работе, Анна. Дети тебя почти не видят. Я просто говорю им правду». «Это неправда». Голос Анны дрогнул. «Я их люблю больше всего на свете. А вы? Вы используете подарки и сладости, чтобы манипулировать ими. Я забочусь о них», — отрезала свекровь. «А ты слишком занята собой. Может, если бы ты была дома, как нормальная мать, они бы тебя не сторонились». Анна почувствовала, как слезы жгут глаза. Она развернулась и ушла, понимая, что разговор ни к чему не приведет. Дни шли, и ситуация становилась все хуже. Маша и Коля все чаще упоминали бабушку, а Анна чувствовала себя чужой в собственном доме. Она записалась на семейную терапию, но дети отказывались говорить. Психолог посоветовал: «Анна, вам нужно показать детям, что вы их любите, не через слова, а через действия. Но также важно установить границы со свекровью». Анна начала проводить больше времени с детьми. Она брала их с собой на прогулки, читала книги, устраивала вечера без гаджетов. Но каждый раз, когда они возвращались от бабушки, все начиналось заново. Однажды, когда Анна забирала детей от свекрови, Маша вдруг сказала: «Мам, ты плохая мама. Бабушка сказала, что ты нас не хочешь». Анна остановилась. Она посмотрела на дочь, на ее холодные глаза и поняла, что больше не может это терпеть. Она взяла детей за руки и сказала: «Маша, Коля, послушайте меня. Я вас люблю. Я всегда вас любила. И буду любить. И я никогда вас не брошу. Но если вы хотите жить с бабушкой, я не буду вас заставлять». Маша молчала, а Коля вдруг заплакал. «Я не хочу жить без тебя, мама», — прошептал он. В тот момент Анна поняла, что еще не все потеряно. Она обняла детей, и впервые за долгое время Маша не оттолкнула ее. Прошел год. Анна и Сергей переехали в другой город, подальше от свекрови. Они начали новую жизнь
И хотя раны еще не зажили, дети стали ближе к матери. Маша однажды сказала: «Мам, я скучаю по бабушке, но я рада, что мы вместе». Анна улыбнулась, но в ее сердце остался шрам. Она знала, что борьба за доверие детей будет долгой, но она была готова. Ведь любовь матери — это сила, которую не сломить никаким манипуляциям. Дорогие друзья, мы очень просим вас подписаться на наш канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это действительно сильно нам помогает. Спасибо вам за то, что вы с нами.